Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что делать, если вам пожелали плохого. Какие слова вам нужно сказать, как отбить вот такой вот негатив, чтобы он к вам не только не прилипал, но и возвращался всегда обратно тем, кто это транслирует или говорит в отношении вас. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и поделитесь с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «жизнь». И пусть Вселенная в вашей жизни привлечет и гармонию, и изобилие, и достаток. Ну а мы с вами начинаем. Вы знаете, к сожалению, многие люди очень мало уделяют внимания значению слов, которые они произносят по несколько раз в день. И это они могут повторять даже на протяжении всей своей жизни. Важно знать и думать, что вы говорите вслух, ведь слово можно принести непоправимый вред. Есть даже такая пословица, которая передавалась поколениями, что для того, чтобы обезопасить нас, слово, которое вылетает из нашего рта, не имеет обратной дороги. Придерживаясь этого, можно от многого себя обезопасить. Но также с помощью правильных слов можно и помочь, подтолкнуть человека в нужном направлении и даже помочь ему пережить сложный жизненный этап. Правильные слова могут помочь избавиться от различных неприятных жизненных ситуаций и проблем. Слова способны и выставлять оберег, и отталкивать различный, и порой даже очень сильный негатив. С помощью слов мы не высказываем эмоции, как многие считают, а усиливаем всплеск энергии, который ощущаем в данный момент. Поэтому очень важно следить за тем, какие слова находятся у вас в постоянном обиходе. Пересмотреть их, убрать те, которые вредят, и заполнить теми словами, употребляя которые, возможно, будут делать свою жизнь и окружающих с каждым днем только лучше и лучше. Благодаря ним мы можем менять и корректировать все, что только пожелаем. События, которые происходят вокруг нас, напрямую зависят от слов, которые мы произносим. Так получается, потому что каждое из слов, которые мы употребляем, несет свою энергетику. Слов, которые ней не наделены, просто не существует. Каждый из нас употребляет свои слова. Мы все уникальны и отличаемся друг от друга. Казалось бы, употребляя часто одинаковые слова, но из которых складываются предложения уже с разным контекстом. Мы формируем свою особую жизненную дорогу. А какой она будет, положительной или отрицательной, здесь зависит только лишь от вас. С помощью слов мы способны отправлять сильные энергетические посылы, которые притягивают к нам как удачу, так и неудачи. Как счастье, так и несчастье, как любовь, так и разрушает наши отношения, как деньги, так и безденежье. Поэтому перед тем, как что-то сказать изначально, как только вы надумаете что-то менять, нужно будет следить за каждым своим словом. Сначала думать, а уж потом произносить. Это очень непростая работа, и, к сожалению, справиться с ней получается уже не у всех людей. Поэтому люди бывают успешные, а бывают и нет. Если проследить за их речью, вы сами увидите, насколько она будет кардинально отличаться, и люди из первой категории обычно говорят намного медленнее, не спеша, так как обдумывают все, что пытаются сказать, все, что пытаются произнести. А вот люди из другой категории часто сначала говорят, а затем уже думают. Часто в порыве злости мы говорим много того, что приносит в нашу жизнь изменения не в лучшую сторону, наполняет ее неприятностями, различными проблемами и даже порой бедами. Избавиться от этого совсем непросто. Нужно научиться контролировать злость. Когда вы чувствуете, что злитесь, подносите к лицу правую ладонь, смотрите внимательно на ее центр, затем делайте ней 3 круга вокруг вашего лица, сжимаете крепко кулак, затем открываете его и трижды струшиваете рукой. Так вы соберете весь негатив и выбросите его, не позволив принести себе вред. Это очень простое действие, но знают о нем очень немногие люди.
Очень большое влияние на нас имеет и то, что говорят другие люди по отношению к нам. Мы, как своими словарными посылами, они способны повредить наше биополе. Мы из-за этого становимся подвержены сильному негативу, и жизнь повернется в плохом направлении уже для нас. Если в отношении вас произнесли негативные слова, вам сразу же нужно на них отреагировать. Сделав это, вы уже отобьете от себя негатив, и эти слова не принесут вам вред. Если знакомый вам мужчина пожелал вам что-то плохое, сказав какие-то гадости в ваш адрес, в этот момент что мы делаем? Возьмите, скрестите пальцы на правой и левой руках и проговорите трижды такие слова. Слова твои не принимаю, защиту от них выставляю, свои помыслы обратно забирай и мне вреда не причиняй. Это поможет вам выставить защиту и вернуть слова туда, откуда они к вам пришли. Если у вас получился неприятный разговор со знакомой вам женщиной, которая отправила по отношению к вам негативные помыслы или слова прокляны, сразу выставите вперед правую ногу и скажите обязательно такие слова. Все плохие слова, что по направлению ко мне идут, стороной меня обойдут, хозяйка их забирай и больше по сторонам не распространяй. Так вы снова-таки выставите защиту и вернете слова тому, кто их произнес. Если вы чувствуете, что при разговоре с человеком вы начинаете чувствовать недомогание, что ваши энергии после каждого сказанного слова уходят, это означает, что человек энергетический вампир. Что мы делаем? Сразу в левом кармане скрутите дулю и скажите сразу следующие слова. Все, что сказано, на меня не влияет, сильную защиту обретаю, все посылы разбиваю и свое биополе защищаю. Проговорив эти слова, вы сразу почувствуете уверенность и силу в себе. А вот ваш собеседник, наоборот, постарается быстрее от вас отойти и прекратить свой разговор, потому что он на энергетическом плане будет чувствовать дискомфорт, ему будет нехорошо находиться возле вас. И на будущее такой уже человек больше не захочет быть с вами и общаться, потому что каждый раз, когда при этом это он неосознанно, но будет понимать, что каждый раз, когда он к вам пытается отправить посылы негатива, своей злости, зависти, то это все ему будет возвращаться, и ему это будет он себя плохо чувствовать. Поэтому проводите эти практики, эти слова записывайте, пожалуйста. Далее, если во время разговора женщина старается громко говорить, проявляет эмоции, это означает, что она способна отобрать ваши сильные энергии, так как ними будет она подпитываться. Поэтому что мы делаем? Сразу сожмите 2 кулака и скажите такие слова. Тебя не воспринимаю, все твои слова меня огибают. В дремучие леса улетают, и твои энергии забирают, а мои при мне оставляют. Главное, будьте уверены в себе, в своих силах и в том, что вы справитесь, и у вас обязательно все будет получаться. Если вы идете, вам в спину говорят неприятные слова, тогда зажмите на левой руке мизинец, большим пальцем скажите такие слова. Слова услышанные возвращаю, помыслы негативные обратно тебе отправляю. Человек, сказавший эти слова, на себе ощутит их силу. Если вы знаете, что неприятные или злые слова сказала вам ведьма, такой посыл очень сильный и действовать здесь нужно очень быстро. Отбить его просто словами у вас не получится. Первым делом сразу же скрестите руки на груди и скажите такие слова. Руки скрестила, положительные энергии этим движением приманила. Ко мне придите, щит установите, негатив сильный, отбить помогите. Проговорив эти слова, сразу идите в магазин и купите пачку соли. Далее отойдите в место, где вам никто не будет мешать. Сделайте не вокруг себя круг и при этом скажите такие слова. Соль собери, негатив себя вбери, все злые помыслы ведьме возврати. Мою энергетику убереги, что отобрала, пусть вернет и свой негатив во вред себе же и развернет. Затем выйдите из круга, в каждую жменю наберите соли, из правой киньте через левое плечо, из левой киньте через левое плечо. И при этом скажите обязательно такие слова.
Этим действием защиту от зла выставляю, больше негатива не боюсь, он ко мне даже близко не подойдет и вреда мне не принесет. Впредь эта женщина после проделанного будет обходить вас стороной, так как ей после вас будет становиться достаточно некомфортно, и она будет плохо себя чувствовать. Если у вас в коллективе возник какой-то спор, и чтобы не принять этот негатив, нужно проговорить такие слова: «Все, что мне сказали или пожелали, обратно отдаю и ничего из этого для себя не беру». Сделав это и сказав, вы отобьете весь негатив. Если начальник начал вас ругать, и вы, соответственно, не можете ему ответить, тогда мысленно выставите перед собой зеркало и при этом скажите такие слова: «Все, что в мой адрес вылетает, зеркало вбирает и обратно недоброжелателю его негатив и возвращает». Это поможет вам не притянуть плохие энергии, сказанные слова даже не испортят вам настроение. Если вы знаете, что вам предстоит неприятный разговор или придется долго находиться в одном месте с неприятными, недоброжелательными или завистливыми людьми, в таком случае купите зеркальце, подержите его над белой свечой со всех сторон и проговорите такие слова: «Зеркальный оберег создаю, с его помощью из любой ситуации выйти смогу. Биополе в целостности сохраню, а посылы приумножу и верну». Перед тем, как заходить к таким людям или, как вариант, перед встречей, сделайте ним вокруг себя 7 кругов. Затем положите его либо за пояс, либо в карман, либо в сумку. Но очень важно, чтобы вы держали именно это зеркальце с левой стороны. Это очень сильный оберег, он поможет даже в самых трудных ситуациях, и вам точно не о чем будет переживать. Но обязательно после такой встречи протрите его соляным раствором, чтобы убрать негатив, с которым оно столкнулось. Если во время конфликта что-то нехорошее вам сказал близкий человек, сразу скажите такие слова: «Все, что сказано, не со зла, осыпается и в положительной энергии для нас перевоплощается». Сделав это, вы не только не примете, но и не вернете негатив близкому человеку, а также перевоплотите его в хорошие энергии, что очень быстро уладит между вами конфликт. Если вы сказали что-то плохое и тут же пожалели об этом, нужно сразу нейтрализовать свой посыл, который не только тому, кому вы его отправили, принесет вред, но и вам. Для этого тут же 3 раза повернитесь против часовой стрелки и трижды проговорите после каждого круга такие слова: «Все, что сказала, не со зла, слова свои обратно забираю, на поля, на горы их отсылаю, где никому вред не принесут, так как люди в тех местах никогда не пройдут». Это поможет вам нейтрализовать то, что вы сказали. Но чтобы окончательно все уладить и негатива больше не осталось, даже если считаете, что вы правы, все равно извинитесь. Это не только уберет весь лишний негатив, но и сохранит, что немаловажно, ваши отношения. Возьмите во внимание себе очень простое правило в жизни, что перед тем, как вы подумаете что-то или захотите что-то произнести вслух, закройте глаза, остановитесь и подумайте, стоит ли это делать. Проведите параллели, посмотрите, куда это в результате вас приведет. Если вы будете согласны с конечным результатом, тогда, конечно же, делайте, как посчитаете нужным. Ну а если вас что-то напугает, значит, просто промолчите и уйдите. Это в первую очередь сбережет возле вас ваши энергии и не испортит вашу жизнь. Очень важно, чтобы вы не вступали в пустые споры с глупыми людьми, с завистливыми людьми, со злыми людьми. Почему? Потому что такие люди такие вот злые, которые несут негатив, они только сеют негатив. И они на большее не способны. И таким образом они будут у вас забирать вот эту вашу жизненную энергию. А потом вы задаете себе вопросом: почему у меня голова болит, почему у меня проблемы какие-то с деньгами, со здоровьем и так далее, и так далее. И это все неспроста. Помните о том, что у нас все происходит на уровне энергии, и только уже
потом это все переходит в наш физический план, в котором мы живем, в котором мы видим, в котором мы чувствуем. Поэтому научитесь, пожалуйста, любить себя, ценить себя, оберегать себя, убирать от любого негатива. А когда в вашей жизни происходят какие-то вот форс-мажорные обстоятельства, когда вы можете поругаться и выяснить отношения, знаете о том, что вы в первую очередь опустошаете себя, вы отдаете, вы дарите вот эти бесплатно свои энергии. И это приводит не всегда к очень хорошим ситуациям. Поэтому наполняйте вашу речь новыми и новыми словами, и вы увидите, как в вашей жизни все будет складываться и успешно, и хорошо. Для этого сейчас очень много книг, есть интернет, видео всевозможные. Смотрите, изучайте, просто берите вот каждый день по одному слову. Например, сегодня у вас слово «добро». И вот каждому человеку, который с вами говорит и несет, говорите «добро». В следующий день используйте, например, слово «изобилие» и так далее, и так далее. И прорабатывая, ваш мозг правильно это запоминает, и происходит уже перепрограммирование в лучшую сторону. Вот, друзья, простые слова, простые практики, а как они могут изменить вашу жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии напишите слово «жизнь», пусть Вселенная быстрее приумножит те мыслимые и немыслимые блага, которые вам действительно нужны на данном этапе в жизни. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Друзья, всех вам благ!